Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я буду выпекать чудо-бисквит без разделения яиц, который всегда получается без разрыхлителя, который печется из самых простых продуктов и очень-очень вкусный. Что же нам для этого понадобится? Понадобятся нам самые-самые простые ингредиенты. Здесь у меня форма будет 24 сантиметра. Здесь у меня 10 яиц. Крупных по 65 грамм, яйцо без скорлупы. Вес одного яйца. Я их не разделяю. Здесь у меня и белки, и желтки все вместе. В одной деже миксера. Дежа у меня на 7 литров. И мощность миксера 700 ватт. Самый обычный миксер. Вот такая вот у меня смесь. Здесь у меня все вместе. Итак, далее что у меня здесь идет? Также у меня здесь 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм, то есть 16 грамм. Я сразу их ввожу в яичную смесь и начинаю их просто перемешивать на таких умеренных оборотах миксера. 25 грамм кукурузного крахмала я туда ввожу и сразу же увеличиваю на полную мощность мой миксер. Также у меня здесь 350 грамм сахара. Я ввожу просто вот так вот, всыпаю туда. И все, теперь уже у меня на полной мощности миксер будет работать таким образом минут 15 точно, пока не взобьется плотная устойчивая масса. Меня многие спрашивали, почему же я взбивала это еще, когда я видео на бисквит на противень делала, почему же вот такая вот сразу методика взбивать крахмал вместе с яйцами. Яичная масса получается очень плотная и устойчивая, и потом бисквит очень долго удерживает влагу. Теперь я приготовлю мою форму, в которой я буду запекать мой бисквит. Форма у меня здесь разъемная, без дна, стальная. Застилаю я ее фольгой. Это фольга для запекания пищевых продуктов, поэтому я ее не застилаю ни бумагой для выпечки, не смазываю ни маслом, ни мукой. Вот как она есть, так я и буду выпекать. 24 сантиметра диаметра у меня расставлен здесь у формы и 8,5 сантиметров в высоту. Если же у вас форма такая черная, допустим, они обычно черные такие раздвижные с дном, они, как правило, написано на них 24 сантиметра, но по факту будет внутри, если померить диаметр изнутри этой формы, это будет 23, а то и 22 сантиметра, даже в некоторых. И высота у тех форм всего лишь 6 сантиметров. Поэтому, если у вас вот такая черная с дном форма, ну или цветная, там бывают красные, вот так я застелила мою форму, тогда мы берем порцию всех продуктов из расчета на 8 яиц. Полное описание доскональное всего рецепта будет под данным видео. Смотрите и сравнивайте по своей форме, я все напишу. Вот такая плотная у нас масса получается, она сильно увеличилась в объеме, прошло уже минут 15 у меня. Это все по вашему миксеру нужно судить. И будет след от венчика оставаться и никуда не уходить, если у вас правильно взбита масса. Муку я ввожу вот так вот ложками. Это я взяла из предыдущего видео, вот этот эпизод, потому что не заснялось у меня здесь, как я именно вводила муку. Но один и тот же принцип. Ложками на медленных оборотах миксера. Вот я опять вернулась в мое сегодняшнее видео. Здесь вот буквально последняя ложечка. Я вам показываю, что именно вот так я ввожу муку. Я никогда никакой лопаткой ничего не ввожу и не перемешиваю лопаткой. Все это делает у меня миксер на малых оборотах миксера. Муки у меня здесь 300 грамм на 10 яиц крупных. Все это будет в описании под видео. Вот такая вот масса у меня, вот такое тесто бисквитное получилось. Оно у меня плотное, видите, держит оно след, оно никуда не растекается, несмотря на то, что мы вводили муку именно миксером. Вот такая вот у меня текстура у теста. Нет ни комков, ни каких-то у него, ни промесов. Полностью гладкое, идеальное тесто. То, что такие пузырики, это воздух.
это не комки. Вливаем мы в форму не более чем на 3/4 где-то вот так. Этого достаточно. И вот как раз все тесто у меня распределилось. Я дала немножко постоять, и пузыри я просто вот так нейтрализую лопаткой. Я ни в коем случае ничего не приглаживаю. Это просто крупные пузыри вышли наверх, и я их вот так вот нейтрализую просто. Все, духовка у меня разогрета уже заранее до 175 градусов Цельсия. Режим верх-низ без конвекции. На среднем уровне буду выпекать 50 минут. Вот такой бисквит у меня получился. Как раз он ровень в ровень поднялся с моей формой. Вот эта шапочка, это просто потому, что он очень горячий сейчас бисквит. Проверили, конечно же, деревянной палочкой. Палочка выходит сухая и чистая. И сейчас я переверну его на решетку. И он у меня будет остывать где-то 3 часа при комнатной температуре до полного остывания. Я всегда оставляю сначала его отдохнуть при комнатной температуре, а потом я покажу, как мы его уберем еще и в холодильник. Бисквиты без разрыхлителя, они обязательно должны отдыхать, иначе они не будут нарезаться, они будут крошиться, но потом, когда отдохнет этот бисквит, он даст нам идеальный результат при нарезании, идеальный вкус будет вкуснейший, и, наверное, он самый низкокалорийный, потому что этот бисквит, потому что в нем нет ни масла, ни растительного, ни сливочного. Вот такой вот у нас бисквит. Видите, никакой шапки уже сверху нет. Это просто было немножко такое у него как бы бугорок, но он полностью сравнивается всегда за счет вот этой решетки. Обязательно дном вот так вот вверх мы оставляем его. Здесь у меня прошло уже около 3 часов. Я его теперь переворачиваю на дно, освобождаю от фольги. Видите, какое дно у него, все пропеченное. Никаких пригоревших мест у него нет. И теперь беру тонкий, длинный, острый нож и вырезаю бисквит из формы. Нож, когда при вырезании держим близко к форме, упираемся как бы в форму, чтобы не повредить наш бисквит. Форма стальная, с ней ничего не будет. И таким образом освобождаем бисквит от формы. Очень внимательно это делаем. И сверху тоже немножко проходимся. Вот такой бисквит у меня получился. 8,5 сантиметров он в высоту и 24 сантиметра в диаметре. Сейчас я его буду убирать в пищевой пленке на 8 часов минимум в холодильник, лучше на ночь, чтобы он там полностью у меня уже отлежался. Обязательно в пищевой пленке, иначе он у вас заветрит, засохнет. Этого делать нельзя без пищевой пленки. Вот таким вот образом. Итак, прошла у меня ночь. Пищевую пленку я удаляю. И начинаю сейчас нарезать бисквит. Я буду его резать струной кондитерской. Такая струна продается, как правило, во всех кондитерских магазинах, также в интернет-магазинах, а также бывает и в наземных просто магазинах хозяйственных. Смотрите, какая идеальная ровная текстура у бисквита. Он абсолютно практически не крошится. Он очень податливый в работе. Конечно же, он требует пропитки, потому что он без масла, без молока. Но он очень-очень вкусный. Практически по вкусу, как наш советский бисквит. Я не могу его назвать классическим бисквитом. Мне очень многие писали в комментариях, потому что в нем есть крахмал. Крахмал добавляется именно для упругости и для того, чтобы он дольше сохранял влагу. Видите, какие коржи ровные. Все идеально пропеченный, вот такая вот текстура. И он получается всегда и у всех, этот бисквит. Главное, следуйте рецептуре. Полностью весь рецепт, расписанный по всем формам, будет в описании к данному видео. У меня есть уже этот рецепт на канале. Я выпекала именно с этим рецептом бисквит размером с противень. И мне поступила огромная масса вопросов именно, а можно ли это выпекать в круглой форме? Конечно же, можно. И сегодня я показываю именно в полноценной круглой форме, потому что до этого я выпекала как-то в 2 маленьких. И тоже, может быть, кто-то
не совсем понял, как это в одной форме выпечь. Вот сегодня я показываю, как это делать в одной форме. Последний корж я деление устанавливаю уже на 3-е деление у струны. И буду, по размеру он такой же будет, по 2 сантиметра каждый корж будет. Примерно вот так. Но так как здесь у меня уже верхушечка, всегда лучше расставить струну на более высокое деление. Это вот такой лайфхак я вам даю, потому что почему-то верхний корж, он всегда, но он же более по суше получается, потому что там верхушка, и он всегда хуже нарезается. И вот если вы поставите струну на более высокое деление, у вас тогда идеально будет ровный корж. Видите, обрезки совсем здесь незначительны. Можно было бы их и не срезать, но я хочу, чтобы у меня беленькие все коржи были. Вы можете также спокойно на более мелкое деление поставить струну или ножом резать на более тонкие коржи, и у вас превосходно получится из этого же бисквита 5 одинаковых коржей. Мне же нужно было здесь 4 таких покрупнее коржа. Вот такие обрезки у меня. Их можно потом на картошку пустить, на кондитерскую картошку, я имею в виду, и также на кейк-попсы. Здесь еще раз показываю мои коржи. Посмотрите, какие они идеально ровные. И обязательно не забывайте дать им отлежаться в холодильнике. И только потом мы их нарезаем. Надеюсь, данное видео было вам полезным, познавательным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я всем желаю успехов и до встречи в новом видео.